Сегодня мы будем снимать с вами розовые очки. У многих они надеты. Я назвал ее ЗОЖ Тамада. Это как если бы ты пришел на чужую свадьбу гостем, но в итоге там остался работать тамадой лет на 5, на 10. Причем твоя задача не просто развлекать гостей, а убедить каждого родственника жениха, что им тоже пора брать в руки микрофон и закупать баяны. И вот рекрутинг, да, сам по себе, это же предложение, да, которое человек должен на себя примерить. Очень важно, потому что если это не про него, то какие мы миллионы бы мы не предлагали, это все мимо. Большинство как раз-таки людей не получают от структуры. Движуха прикольная, пока у клиента сменится прошивка в голове с «как есть меньше» на то, как заработать больше. Поэтому, к сожалению, нам, сетевиков, туда не рекрутировать. Гербалайф – это не та история, которая может быть интересна людям из сетевых компаний. Такая иллюзия возникает, да, что сперва им нужно похудеть, чтобы рекрутировать знакомых, друзей, родственников, быть примером. Усложняющий путь для человека, когда есть бизнес такой, когда не нужно привязываться к ЗОЖ, ПП и рассказывать то же самое. Есть вот мем такой. А что, так можно было, что ли? Можно было так, можно. Приветствую вас. Сегодня мы будем снимать с вами розовые очки. У многих они надеты. И будем говорить про рекрутинг. Рекрутинг в бизнес Гербалайф. Когда можно говорить про рекрутинг? Когда ты вышел из этого бизнеса, побыл в другом месте, увидел, что такое реально сетевой маркетинг, что такое рекрутинг, какие процессы вообще нужны, как рекрутировать сетевиков, какие моменты очень важны. И что ты видел, когда был в Гербалайфе, как это все происходит там, и ты уже имея какой-то опыт, ты уже можешь говорить со своей колокольни, да? Потому что все, что сказано лично мной, это мое мнение. И оно, возможно, противоречит вашему. Я ни в коем случае не переубеждаю вас заниматься, чем вы занимаетесь. Пожалуйста, занимайтесь. Я хочу подсветить, возможно, новичкам будет, или не новичкам даже, да, подкинуть мысль для размышления, чтобы они что-то у себя поменяли в жизни и, возможно, добились того успеха, который хотели бы. А многие из вас, которые смотрят и занимаются бизнесом, да, хотели бы иметь у себя в структуре готовых предпринимателей с опытом уже сетевым и которые прошли эти все базовые вещи, которые вот обычные люди начинают проходить, и на это уходят годы. Вот. Из этого сырого материала, да, у нас строится сеть. Но это очень долгий процесс. И то, что было в 90-х, и сейчас это вообще небо и земля по теме рекрутинга. Да. Многие знают, что такое было, какой рекрутинг был жесткий в 90-х годах и какой он сейчас. Итак, я хочу вам зачитать одну метафору. Я назвал ее ЗОЖ Тамада. Вы, возможно, себя даже узнаете, и многие действительно согласятся, что это так. Вот это бизнес, вот Гербалайф выглядит вот так. Бизнес Гербалайф – это как если бы ты пришел на чужую свадьбу гостем, но в итоге там остался работать тамадой лет на 5, на 10. Причем твоя задача не просто развлекать гостей, а убедить каждого родственника жениха, что им тоже пора брать в руки микрофон и закупать баяны и организовывать свои свадьбы в соседних подъездах. И все это время ты обязан танцевать, веселиться, даже если у тебя уже нет сил и подкашиваются ноги, потому что тамада должен всегда светиться изнутри. Что такое рекрутинг непосредственно в сетевом маркетинге? Наша задача, чтобы человек не просто был потребителем, да, а захотел зарабатывать деньги, строить свою команду, большую структуру. И вот эту идею мы и передаем этому человеку. Если идея простая, но реализация ее сложная, то эффект от рекрутинга будет незначительный. Многие, я думаю, проходили, многие, я думаю, предлагали. И не предлагали, даже люди же сами видят, да, когда люди участвуют в марафонах, какую деятельность нужно производить капитану марафона, там, или вы ведете клуб, что нужно делать организатору клуба. Они же видят, люди же не слепые, видят, сколько это времени нужно, какие усилия и какой результат уже за этот какой-то временной интервал у человека есть. То есть если он уже 5 лет в одном и том же
на одном и том же уровне, то вопросики, да, возникают. И как мы можем рекрутировать на бизнес, если вообще в организации нечего показать, да, по квалификациям. То есть за 3-5 лет, сколько? 3-5 человек достигли какого-то серьезного уровня. Это же несерьезно, да, потому что когда мы говорим про 300, 200, 500 человек, которые, допустим, имеют доход 100 тысяч рублей, да, за полгода, которые вышли на этот доход, вы же понимаете, да, это уже другое внимание кандидата к компании. Или вы говорите, 5 человек у нас за 5 лет вышли на такой доход. Кого мы ставим в пример? На цифрах у всех классно все всегда. То есть на любом маркетинг-плане цифры всегда очень красивые. Но в реальности кому-то надо иметь структуру 500 человек, чтобы зарабатывать эти 100 тысяч. Кому-то надо иметь структуру 50 человек, чтобы зарабатывать 100 тысяч. То есть, аналогии вы понимаете. И вот рекрутинг, да, сам по себе, это же предложение, да, которое человек должен на себя примерить. Очень важно, потому что если это не про него, то какие мы миллионы бы мы не предлагали, это все мимо. Наша задача тот уровень, который ему нужен, предложить. Какие мы предлагали варианты в Гербалайф? Доп-доход. Это, как правило, розничные деньги, которые получаются в клубе с абонементов, с розничных продаж. Вот они, живые деньги. Большинство как раз-таки людей не получают от структуры, а сетевой бизнес – это получать деньги от сети. Движуха прикольная, но денег от этого, если нет, то что в ней прикольного? Мы же приходим сюда зарабатывать деньги, не просто так. То есть какое-то время прошло, сколько времени прошло, где результат? И если результата нету, это я вам сейчас вообще не про сетевой говорю, вообще просто бизнесмены говорят, если прошло какое-то количество времени, год-два, вы не достигли того результата, который должен быть за этот интервал, до свидания. Если вы готовы ждать 10-20 лет для того, чтобы выйти на тот доход, который кто-то там получает, может быть, еще раз, конкретно в России, да, Гербалайф, это уже в прошлом, то есть это прошлая история. И рынок уже давно поделен, да, попилен, этот пирог уже съели без вас. Конечно, есть что-то, какие-то кусочки можно, но нужно же быть реалистом, нужно понимать, все просчитывается. Если вы не знаете, пожалуйста, заглядывайте. Сейчас нейросеть есть, там все можете увидеть, запросить, и вам в цифрах все выдаст, и перспективы рынка, и вообще динамику компании, какой у нее товарооборот. Это тоже очень важно, да, как компания растет, где она растет. На рынках Латинской Америки или в России? Вы где живете? В Латинской Америке или в России, например? Например. То есть важно же понимать, что происходит в том месте, где вы живете, какие реалии происходят и какие перспективы вас ждут. То есть если вы посмотрите по сторонам, на рынке много других компаний, которые активно развиваются, и перспективы рынка очень в разы превышают перспективы того, что у нас было в Гербалайф. Но не все это увидят и не все это видят. Потому что мышление какое? Правильно, клиентское мышление. То есть люди приходят на результат, а мы им продаем идею построить андроидный коллайдер, который человек должен через 10 лет построить. Да? Мы им эти навыки, знания передаем в течение этого времени. И он становится физиком, ядерщиком. То есть, когда вы понимаете, что можно строить без лишних телодвижений тот же сетевой бизнес, возникают такие выражения, внутренние эмоции. То есть, возможно, кто-то задумается. Это лично ваше дело. Занимайтесь, пожалуйста, если хотите Гербалайфом или не Гербалайфом, занимайтесь другой компанией, какой-то вопрос в другом. Будете ли вы ждать годы, пока у клиента сменится прошивка в голове с «как есть меньше» на то, как заработать больше? Готовы ли вы ждать десятилетия? Или не готовы? Давайте проговорим тему рекрутировать сетевиков.
Многие хотели бы, но, к сожалению, сетевики в Гербалайф не пойдут. Ну, те, кто с опытом, те, кто были в разных компаниях, те, кто посмотрели, сравнили. Ну, это как на машине поездить на одной, на второй, на третьей. Как можно говорить, что какая-то марка лучше, пока ты не прокатился или не поэксплуатировал даже. Это очень важно. Не просто тест-драйв взял, а поэксплуатировал какое-то время. Как ты можешь говорить, что что-то эффективно, что-то неэффективно? Никак. Но всем бы хотелось иметь таких партнеров. Про рекрутирование с других компаний, сетевиков, людей с опытом не говорили, что можно так делать. Хотя странно это. На мой взгляд, странно. Вот возьмите такую ситуацию. Представьте, вы предприниматель, вы как директор какой-то своей компании, и вы выходите на биржу труда. И вы хотели бы схантить специалиста, готового, профессионала, которому не нужно объяснять, учить его, вкладывать деньги в его образование, чтобы он потом стал у вас менеджером и зарабатывал для компании деньги. Конечно, вы хотите такого человека схантить. Вы хотели бы готового взять, хотели бы даже деньги предложить ему больше. Это так и делают люди бизнеса. Охотятся за профессионалами, предлагают им большие деньги. Вот из Google переходят в Microsoft, из Microsoft в Google, в Apple и так далее. Топ-лидеры, менеджеры самого высокого звена. Люди, которые понимают бизнес, которые могут привнести идеи какие-то. То есть готовый человек. Это нормально. Люди, которые владеют футбольными клубами, покупают футболистов за большие деньги из одной команды в другую, хантят, охотятся за этими людьми для того, чтобы предложить лучшие условия. И человеку, которому предлагают лучшие условия, если он не дурак, он понимает, что он получает здесь и что он получал там. Он сравнивает и он принимает решение. И вот почему-то нам так не говорили, что, ребята, можно же приглашать готовых людей, которым не нужно объяснять. Их просто нужно показать преимущества компании, чтобы они заинтересовались этим бизнесом. Но предложить, к сожалению, мы ничего не могли. Возможно, сейчас ситуация другая. Но еще раз то, что я сказал выше, да, из чего строится наша структура, из каких людей и сколько ненужной информации этим людям дается, ну, это не про бизнес, на мой взгляд, это не про бизнес. Потому что люди должны, придя в компанию, зарабатывать деньги сразу же. Они должны понимать, как это делается. И почему-то, к сожалению, многие не понимают, как даже маркетинг-план устроен в Гербалайфе и как его преподнести так, чтобы это каким-то образом было интересно. Но слово товарооборот мы вообще, по-моему, не использовали, хотя это показатель, да, многие как раз-таки и понимают это слово, профессионалы, да, я имею в виду. Поэтому, к сожалению, нам, сетевиков, туда не рекрутировать. Гербалайф – это не та история, которая может быть интересна людям из сетевых компаний. Хотя вы согласитесь, что это логично было бы, да, иметь в структуре сразу готового партнера. Еще одна важная проблема, которая возникает у партнеров, тоже в тему рекрутинга, мы размазываем фокус. То есть мы говорим больше про то, как худеть человеку, что ему есть, что ему пить, его самочувствие. То есть это услуги бесплатного консультанта по ЗОЖ, да, у которого всегда какие-то консультации происходят на тему питания. Не бизнеса, еще раз, да. У нас 10% было про бизнес, 90% мы говорили про питание, про ЗОЖ, про спорт, про, в общем, то, что и должны делать нутрициологи, консультанты по ЗОЖ с обычными людьми, когда они покупают у них услугу там, за 30, за 300 долларов, за 500 долларов, кто-то за 1000 долларов в месяц. Это сопровождение. Но у нас это все происходило бесплатно. И вот эти вот лишние знания людям, которые мы даем, это не лишнее для них, да, для них это, конечно, все с нуля, это
польза, это все классно, здорово. То, что кто-то это делает, это классно. Но вам-то от этого какой результат? У вас от этого квалификация растет по маркетинг-плану или что меняется-то? Доход где-то меняется. Какой? Сколько было, сколько стало в начале года, в конце года? Ну сколько? По отношению к прошлому году сколько процентов прирост? Вот эти вопросы нужно задавать, и когда они есть в голове, мы можем уже видеть, можем мы предложить это, рекрутировать других людей, подругу, знакомую, соседку. Или мы сами до сих пор работаем на какой-то работе, и Гербалайф у нас это просто по желанию совмещаем, доп. Доход. Но и у многих вот такая иллюзия возникает, да, что сперва им нужно похудеть, чтобы рекрутировать знакомых, друзей, родственников, быть примером, да, говорить уже про деньги, потому что я вот получил результат, продукт работает. Но эффективность продукта можно объяснить и без этого, да, но почему-то многие это не делают. Но идут по этому пути, потому что наставник так шел, и наставник наставника, спонсор спонсора, все вот по такой схеме идут. Результат, похудеть, а вот Маша похудела, а потом начала зарабатывать, и теперь у нее 10 тысяч дохода в месяц. И человек думает, да, сперва мне нужно похудеть, и потом, как Маша, я буду зарабатывать тоже 10 тысяч. Потом буду рассказывать, потому что сейчас мне пока нечего рассказывать. И вот этот вот усложняющий путь для человека, это барьер психологический, это не то, что он там не понимает. Он понимает, что можно сразу рассказывать, но все равно это внутренний барьер. Как я могу рассказывать про похудение? Потому что это идеология, да, заложена в Гербалайфе. Когда я еще сам не похудел. Ну, нелогично, правильно? А как я могу так сделать? То есть, когда у меня какой-то результат есть, только тогда мне легче психологически это делать. Когда есть бизнес такой, когда не нужно привязываться к ЗОЖ, ПП и рассказывать то же самое о продукте, просто о продукте, да, что в принципе мы и делали, но не привязываясь к результату, к человеку, что ему нужно сперва что-то там заиметь в долгосрочной перспективе, да, там 3-6 месяцев, год там худеть, только потом начиная рассказывать, и еще нужно придерживаться этого всего, потому что не дай бог ты откатишься назад и обратно вернешь тот скинутый вес, то ты кто после этого? То есть, когда этого не нужно, есть такие места, где не нужно это делать, вы понимаете, что, ну блин, есть вот мем такой. А что, так можно было, что ли? Можно было так, можно. И финальным хочу задать вопрос. Вы готовы стать профессиональной тамадой для худеющих на ближайшие 5, 10, 15 лет ради призрачного шанса, еще раз, призрачного, найти одного-двух лидеров, ну или вырасти даже, которые не бросят это через месяц, а продолжат так же, как вы, с энтузиазмом, и сделают это образом жизни. А если вы уже столько времени ждете и все нет результата, дам вам совет. Открывайте другие двери, пробуйте другие направления с большими перспективами. Это есть на рынке сейчас. Узнавайте, что такое сетевой бизнес, погружайтесь в эту индустрию, читайте книги, смотрите материалы и присматривайтесь к другим компаниям, которые могут вам дать тот желаемый результат, тот успех, тот уровень дохода, тот стиль жизни, о котором вы когда-то услышали, и все у вас будет хорошо.